Ну а какие перспективы в Украине, например, товарного бизнеса? Вот сейчас война, да, какие ты думаешь дальше будут? Я просто думал, что будет намного хуже. Может быть, как бы в стране есть инфляция, но все равно, тем не менее, люди покупают. И я вообще в шоке, что люди покупают очень большие чеки. Как колл-центру выжить, вернее, в таких условиях. У нас в штате 100 сотрудников, 7 отделов. До войны, конечно, показатели были одни. Спустя месяц войны показатели выросли в разы. 30% просто отвалилось клиентов, Да. то есть закончились товарка или там какие-то другие причины? Просто так взять и подключить любой колл-центр, ну, как бы неправильно. Придумайте до продажи. Ну, конечно. Придумайте до продажи. Апсейл. Ну, некоторые даже не используют систему там, до продаж кросс-сейлов, грубо говоря. Просто там воздух. Они просто продают воздух вместо того, чтобы делать кросс-селлы, правильно? До продажи мы от 80 до 95% даже иногда было там. Как можно быть уверенным, что мой товар хорошо обработают в твоем колл-центре? У нас как бы жесткий отбор. У нас система обновляется там чуть ли не каждый месяц. По поводу безопасности, как вот вообще нам можно доверять и не будет ли сливов заказов. Проверяем полностью и телефон удаленно, проверяем полностью и компьютера и так далее. Какой ты рекомендуешь промежуток отправки? От 1 до 2 дня. 1-2 дня, правильно? Да. Люди боятся вообще брать от неизвестных номеров сейчас, как бы война, там военкомат, позвонить, не? Надо просто в телефонии не использовать 044. Слушай, еще такой момент, типа, мы говорили про допродажи. А что же вы такое допродаете, что делаете 80-90%? Мы делаем даже 96% до продаж. Это чисто апсейлы. У вас есть клиенты, которые делают 2000 заказов в день. Да. Вы перешли на украинский язык или не перешли? У нас все скрипты уже переписаны на украинском. У нас и до этого было переписаны скрипты. Да, это наша ошибка, но мы за нее заплатили. Вот, заплатили деньгами, клиент доволен, и опять же он с нами до сих пор работает. Пришел клиент с запросом: я хочу зарабатывать больше. Не просто типа я хочу вас подключить и типа посмотреть, как вы продаете. Я хочу зарабатывать больше. Друзья, привет! Меня зовут Александр Луценко. Сегодня мы поговорим об одном из важных столпов в товарном бизнесе. Это отдел продаж или колл-центр. И у нас сегодня в гостях Игорь, владелец колл-центра VIP-Call. Игорь, приветствую Привет. тебя. И сегодня все узнаем о колл-центрах, о аутсорсинговых колл-центрах. Но, друзья, мы сегодня сделаем для вас супер бонус, о котором я расскажу в конце видео. Досмотрите обязательно до конца. И я передаю слово Игорю. Игорь, расскажи чуть о себе, о своей компании, расскажи штат, сотрудники, чем вы занимаетесь. Меня зовут Игорь, мне 26 лет. Я владелец и SEO VIP-колл-центра, который на рынке порядка 6 лет. Сейчас, на данный момент, у нас в штате 100 сотрудников, плюс еще у нас реализовано 7 отделов. То есть отдел продаж, отдел дожима, отдел бухгалтерии, отдел контроля качества, отдел скриптов и отдел маркетинга. То есть у нас полный цикл. Соответственно, клиент, когда к нам приходит на обслуживание, ему ничего делать не нужно, кроме как наливать лиды и не беспокоиться о том, что там контролировать обработку заказов или нет. В принципе, Игорь, у тебя колл-центр, который делает, в принципе, полный цикл, то есть главное человеку просто налить трафик, а ты уже там все сам сделаешь, правильно? Да, все Окей. На самом деле, друзья, мы планировали это интервью до войны, война наступила, и мы сейчас снимаем, вообще мы планировали 24 февраля. Расскажи, как все поменялось после войны, какие у вас сейчас показатели, ну и как вы привыкли, можно так сказать, к военным условиям, да, которые сейчас есть в Украине. До войны, конечно, показатели были одни, то, что сейчас во время войны, совсем другое. То есть, в данный момент я наблюдаю такую статистику, что показатели в разы улучшились по каким-то критериям. То есть, к примеру, approve показатели стали, допустим, одни, выкуп другие, до продажи другие показатели. Соответственно, я был немножко в шоке, когда увидел, что показатели по выкупу выросли. Где-то спустя месяц войны показатели выросли в разы. То есть выкуп был, допустим, если там 85, стал 95%, 90%. Это, мне кажется, связано с тем, что люди стали более осознанны. То есть они перестали просто там заказывать по той причине, что просто вот увидели какой-то оффер, тыкнули, заказали, типа и все, а потом к ним либо не дозвонишься, либо просто они, да, окей, заказываю, но не приходят на почту. Ну а клиенты все-таки есть какая-то часть, которые закончили с товаркой, там уехали, пошли воевать? Конечно, да, есть такие люди, которые там, кто-то уехал за границу, кто-то просто перехотел заниматься товаркой, кто-то действительно уже в ЗСУ, есть те, которые В процентном отношении сколько это примерно? процентов 30. 30% просто отвалилось клиентов, Да. то есть закончились товарка или там какие-то другие причины. Да, все верно. Давай продолжим тему колл-центров, аутсорсинговых колл-центров. Вот смотри, я, например, новичок, да, мне нужно
найти колл-центр, да, или мне лучше сделать свой отдел продаж или нанять своего менеджера. Как ты думаешь, что лучше мне сделать в начале моего пути, да? И расскажи там плюсы и минусы вот всего этого. Ну, сразу отвечу, что вариант колл-центра аутсорсингового — это самый лучший вариант по той причине, что Как владелец колл-центра аутсорсинга, да? ну, не скажу. То есть, ну, можно, в принципе, и строить свой отдел продаж, ну, как бы без проблем. Но тут как бы есть как бы два момента. То есть ты, во-первых, должен следить и за трафиком, и за сотрудниками, те, которые обзванивают там твои заказы. Поэтому, если не хочешь быть в рутине, то можешь отдать обработку заказов там колл-центров. Но, соответственно, перед тем, как, не знаю, подключать любой колл-центр, нужно как бы его понимать, что за колл-центр, какие у него показатели и так далее. То есть просто так взять и подключить любой колл-центр, ну, это как бы неправильно. Поэтому самый лучший вариант — это подключить действительно аутсорсинг колл-центр и не быть в этой рутине. То есть ты имеешь в виду, лучше подключить колл-центр, чтобы просто не заниматься делом продаж? Да. Можно, в принципе, заниматься отделом продаж, но на это все нужно время, но тогда не будет времени, там, допустим, на масштабирование по трафику, либо там по каким-то моментам вообще в бизнесе. Ну вот смотри, просто у меня есть, например, ученики, которые обучаются товарному бизнесу, и некоторые используют сразу аутсорсинговый колл-центр, некоторые не используют. Многие, кто подходит, они даже не понимают, что такое допродажа, а некоторые не понимают, что такое approve, а некоторые не понимают, что такое скрипт продаж. Просто, с одной стороны, я думаю, что хорошо начать с аутсорсинговым колл-центром, когда люди просто могут разобраться все на примере через кого-то, например, Ну да, да. они могут это все сами делать, но могут просто посмотреть, да, там, как говорил Тони Роббинс, просто бери, там, моделируй, делай. копируй, да, типа, и просто, потому что колл-центр, правильно, вы же делаете и скрипты, Ну правильно? да, да, Вы делаете скрипты, да, вы придумаете до продажи, ну, конечно. придумаете до Кросейл, продажи. апсейл. А вот расскажи, вообще, много клиентов, кто вообще, ну, вообще знает, что такое до продажи? Вот. И приходят с вами уже с готовой там стратегией, тут у меня вот есть там Скрипты видеорегистратор, готовые. вот там типа флешки к нему, то есть, понимаешь, Я понял. Ну, таких клиентов, ну, процентов 10, которые как бы есть уже там, знают, что там есть вот этот товар, и к нему какие-то определенные там кросселы, дополнительные то товары. есть 10% со всех клиентов только приходят уже Да, там, с допродажами. То есть да. остальные, они новички или они уже не новички, но они просто это не используют. Просто я вот не могу понять. Нет, они не новички, просто они даже, ну, некоторые даже не используют систему там до продаж кроссейлов, грубо говоря. Просто там воздух, в принципе, либо емкость, как ее там называют. И все как бы и допродают, и в принципе этого достаточно. Но когда ты раскрываешь математику, показываешь, что можно сделать дополнительные продажи еще кроссейлами, Мгм. и показываешь, раскрываешь прибыль, какая-то получается значительно, как бы они понимают, что да, можно действительно подобрать какие-то товары. Наши скриптологи предоставят список товаров, которых нужно достать где-то, либо найти там у поставщиков. Там из 10 обычно мы делаем 10 кросселов на каждый товар. То есть оператор, ему выпадает такой список Мгм. товаров, и он как бы допродает их. Вот. Это значительно увеличивает прибыль. Ну, поэтому порядка где-то 90% не хотят этим заниматься, они готовы просто допродавать воздух и как бы не париться. Ну, я понимаю, просто, наверное, они не знают, подожди, они просто продают воздух вместо того, чтобы делать кросселлы, правильно? Ну, в Да. принципе, это тоже то же самое до продажи, это воздух. А какие вообще показатели у вас там? Или что вы больше продаете там? Кросселлы, воздух, что лучше идет вообще на рынке Украины? Поделись с подписчиками, что лучше допродавать и какие у вас показатели средние там по допродажам, по там другим цифрам. Ну, по показателям до продажи мы сейчас на данный момент, ну и вообще и ранее у нас было от 80 до 95%, даже иногда было там, ну, 100 нет, но там до 100% вот было такое. Вот, ну в среднем где-то процентов 85-90, это Мгм. гарантия. Вот, и получается по выкупу у нас где-то порядка 80, начиная от 80% и выше там, в зависимости опять же от товара. Как увеличите выкуп? Поделись просто подписчиками, потому что не все Выкуп, понимают, выкуп как увеличить выкуп. увеличить, ну тут как бы есть несколько моментов. Это Ну, раскрой секреты. скорость отправки, это первое, что самое важное влияет, Но потому это что, не от вас зависит, правильно? ну да, это нет, не, я просто как бы в целом рассказываю. Какой ты рекомендуешь промежуток отправки? От 1 до 2 дня. 1-2 дня, правильно? Вот, поэтому если там уже 3 дня, то уже рекомендуется прозвонить клиенту и сообщить о том, что извините, там была задержка товара, мы вам отправим все дела. Если даже отказывается, можно какой-то там special offer, там какой-то подарочек предложить, и процентов 90 никто не отказывается. Мгм. Вот. Ну и самое важное — это правильно написать скрипт, потому что когда пишешь upsell,
Вот, можно писать, конечно, там такой заоблачный апсейл, там, да, допы будут крутые, но выкуп, конечно, будет очень печальный. Поэтому нужно к этому очень как бы щепетильно подходить. А из-за чего? Из-за того, что вы обещаете не то, что на самом деле будет? Ну, почему? Ну, не мы Выкуп? обещаем, просто... Ну, я имею в виду, почему именно выкуп будет Ну, плохой? конечно, то есть если там будут говорить, что там Made in Germany, да, а там на А самом он деле приходит, Китай. там, Китай, да? Да, то есть, понятно, он приходит на почту, видит, что там Китай, и типа, ну что вы, типа, мне продали. Мгм. Хорошо, а как вы, я знаю, просто некоторые колл-центры даже делают такую штуку, что те, кто там люди отказались, они потом им смс-ку шлют, там, типа, ребят, мы там делаем вам скидку 10%. Как вы увеличите вообще approve? Давай про. Мгм. Approve это подтверждение для подписчиков, кто не знает. Мгм. Как вы увеличите approve? Ну, почему нужно к вам обращаться или поделись просто опытом, да, чтобы другие подписчики могли увеличить свой approve, да, если у них там не 80 там, и не 90%, как у Мгм. вас. Ну, если approve, допустим, низкий, то как бы есть несколько вариантов. Это хорошо звонить, это первое. А второй момент, то есть там высылать смс с сообщениями. Сколько раз вы звоните клиенту вот, и сколько дней перед тем, как его вкинуть там ну, в трэш, там, все, до свидания. 5 раз в день. 5 раз в день. 5 дней. 5 дней, Да. 5 раз в день. Да. То есть 25 Если вы, не звонков. потом, если вы не дозвонились, то все, до свидания, да? Окей, Вот. окей. Если, допустим, там на втором, на третьем дне как бы не дозваниваемся, видим, что там либо сброс, либо что-то там вне зоны, мы как бы отсылаем смс-сообщение, то, что там, ну, тем более в данный момент. То есть там примите звонок, это интернет-магазин и так далее, то есть там смс-ку отсылаем. Люди боятся вообще брать от неизвестных номеров. Сейчас как бы война, там военкомат, там позвонить, не? Надо просто в телефонии не использовать 044. 044, да? Да, не использовать. Не использовать. Да. Ну, вы звоните с обычных мобильных, там, Kyivstar, Live, МТС по Украине, правильно? Да, но у нас как бы телефония, Телефония, но но номера идут- обычные, и люди к ним более лояльны, потому что если 044, они думают, это какая-то организация, они немножко боятся. Ну, как бы замеряли, что ставить, если 044 и, допустим, 093 обычные номера, то есть, ну, конверсия падает где-то на процентов 5-10. Ну, Да. это существенно, если объемы. Ну, конечно. Да. Игорь, поговорили мы о колл-центре, о ваших цифрах. Расскажи, сколько же вы берете с клиента, какие у вас условия работы с клиентом, да, сколько вы забираете с принятого заказа там, или с выкупленного заказа, с допродажи, сколько вы зарабатываете, забираете. Расскажи все эти условия, и просто подписчики поймут, насколько выгодно или невыгодно с вами работать. Расскажи, пожалуйста. Но второе невыгодно, это неправильно, всегда выгодно. Всегда Да. выгодно. Надо просто уметь читать и понимать, потому что немножко забегу наперед, что клиенты некоторые говорят, типа там, ну, вот самый важный вопрос, это реально накипело у меня, что типа, ну, я готов обслуживаться здесь за 10 гривен, типа, ну, я ж меньше плачу, типа там, и, к примеру, там за меньший процент. Вот, но когда ты показываешь статистику, был у нас яркий такой пример, то есть у нас обслуживается клиент, до сих пор обслуживается, он подключает параллельно колл-центр. Мы как бы, ну, я ему звоню, типа, говорю, так и так, типа, ты подключаешь колл-центр, да, он такой, да, подключаю, типа, у них, типа, тариф дешевле. Я такой, ну, окей, без проблем, сколько, пускай они там недельку поработают. Они работают, я показываю статистику и показываю им то, что он теряет в деньгах на 60 гривен на одном заказе. Мгм. На следующий Из-за день, чего это? Или из-за прувов, или из-за продаж? ну, все вместе. Все Ну, вместе. в основном из-за продаж. То есть мы делали, допустим, там на один заказ порядка где-то 150 гривен до продажи, это чисто апсейл, а они делали там, ну, на 60 гривен меньше. Слушай, еще такой момент, типа, мы говорили про допродажи. А что же вы такое допродаете, что делаете 80-90%? Просто я скажу по своему опыту. У нас, например, на товары, которые там красота здоровья, да, к ним там можно делать там 80, там 70 там, до продаж. Но на товары, которые там техника, вот у нас, просто мы сами товаркой занимаемся там уже 8 лет, вот у нас не получалось там 30%, 50%, это у В нас... смысле? Я у просто нас товарка... потолок типа был, я не знаю, ну там, может у меня менеджер, я согласен, у меня менеджеры не супер-пупер, потому что я сам не сильный продажник, но там видеорегистратору флешку да продать, ну не все соглашаются. Ну, Ну там 30-50%, там второй видеорегистратор, ну у нас никогда не получалось. Расскажи просто, что это за ниши такие, что вы делаете 80-90%? ну, какие ниши не скажу, ну, это как бы секрет. Не, товары ты можешь не говорить, Не, но ну, хотя бы товарка направление, обычно. направление хотя бы Ну, это. товарка, там, может быть, электроника. Электроника. Да. По то ней есть, же делаете, да? ну, не только электроника, там нам все равно по каким товарам. То есть, ну, мы можем сделать чек абсолютно тот, который я сказал. Но это не соврал, я просто, ну, могу даже видео будет там, прикреплю Видео скрины. доказательство будет, Да, правильно? да. Хорошо, все. Вот, и покажу о том, что мы делаем даже 96% до продаж, это чисто апсейла. Ну и кроссейла там делаем порядка где-то 50-60%. Ну это
это не сказка, но на самом деле так можно делать. Просто нужно качественно подходить к обучению менеджеров. Окей, ну все, у нас будет видеодоказательство. Видеодоказательство будет. Окей. Хорошо, ты сказал, что клиент протестировал вас и других, Да. и 60 Он- гривен на одной Да, штуке, да? я как бы показал ему математику, вернее, не я, как бы, а руководитель колл-центра Валерия показал ему математику, он на следующий день отключил тот колл-центр. Мгм. Вот, он даже не разбирался, что там и так далее, мы просто показали ему разницу. Ты платишь меньше им, но ты меньше Ну зарабатываешь. хорошо, смотри, я вас подключаю. Сколько вы будете с принятого заказа брать? То есть принятый или выкупленный? Давай так, Принятый. принятый. А есть такие колл-центры, что работают по выкупленному. Просто мы когда тоже Ну, я знаю. использовали. Да. А почему вы так не работаете? Ну, мы работаем по такому тарифу. Ну, можно, в принципе, договориться Это на индивидуальное выкупленный или принятый, или это для всех? Или есть какие-то Индивидуально. супер Индивидуально. условия, что можно и по выкупленному, правильно? Ну, можно, да. Окей, Ну, окей. Это по Это типа индивидуальной из-за чисто- объема, правильно я понимаю? Да, Есть такие клиенты, что по выкупу работают с вами? да. Окей. Чисто индивидуальные условия. И сколько вы берете с принятого? С принятого у нас получается 15 гривен принятый, 15 гривен. да, и 20% от маржи до продажи. Выкупа. Маржа до продажи, правильно? Да, да. То есть Не с маржи, потому что часто понимают, типа, с маржи общей, то есть мы берем 20%. Нет, то есть мы, допустим, допродали какой-то товар, он стоит в закупке 100 ну, гривен. флешка стоит гривен 100, например, да? Ну, Вы ее примерно. продаете за 200. Да. То есть маржа с этой флешки 100 гривен. Вот и вы с этих с 100 этих 100 гривен. гривен берете там 20, Только 20%. тогда, когда его выкупили. это Когда да. его с выкуп. Да. С выкупа до продаж. То есть маржа... Это очень легко считать в CRM, там смотришь. Да. LPCRM. Да, там посчитаем. Окей, это понятно. 15 гривен а до продажи сколько стоит? 20%. 20%. Да. То есть То за есть- количество вы просто берете с маржи. Да. Окей. Есть какие-то супер условия, если, например, Ну, чем этот больше человек лидов, тем, делает объем. чем больше лидов, тем дешевле принятый заказ. Скидку на допродажи не делаем. Скидку на допродажи не делаете. Не. Ну, у вас, наверное, колл-центр, да, сами менеджеры зарабатывают с этих допродаж. Ну, конечно, то они получают там определенный процент. Какой не скажу. Я понял. Подскажи, а сколько, может, такой секрет расскажи нам, клиент делает вас в день заказов вот, и получает нормальные цены по принятым заказам, я имею в виду, что типа скидку. Ну, больше, наверное, 2000. У вас есть клиенты, которые делают 2000 заказов в день, Да. Ну, на данный момент чуть меньше. чуть меньше. Да, но Из-за войны, да? Да, До до войны- военного времени, да. У нас Две- Какие ниши? Расскажи нашим подписчикам, потому что Ну, именно- какие ниши я как бы не могу сказать. Ну, могу обобщенно. То есть это там... Это могут товарка. быть- да, это товарка, да. Там могут быть какие-то ТВ-шопы. TV-шоп. Да. То есть, ну, как бы конкретно сказать, какой товар. Нет, к товар сожалению. нам не нужно, говорит. Ну, в товарке никто не Ну, говорит, какой конечно, товар. это Это ж секрет. как бы понятно. Но TV-шоп, 2000 товаров, а сейчас насколько вообще объем упал у людей? Не именно в этого клиента, вообще, типа, вот если смотреть в среднем, Ну, во время тут войны. В среднем, ну, порядка где-то на процентов, наверное, 30-40. Но у некоторых даже поднялись до продажи. Вот. То есть, в принципе, это зависит от самого предпринимателя, который, да, для кого-то кризис это подъем, Возможность, да, а у возможность, для кого-то это уезжаем куда-то. на заработки. Окей. Игорь, у вас в колл-центре вы обрабатываете много разных и товаров, и ниш, которые ты, конечно, не палишь нам, да, как я и не прошу его. Такой вопрос. Как можно быть уверенным, что мой товар хорошо обработают в твоем колл-центре, да? Что это будут компетентные менеджеры? Другими словами, как вы вообще обучаете своих людей, как вы набираете и на что вы смотрите? Смотри, то есть у нас на самом деле вообще набор персонала, у нас есть отдельный отдел, HR-отдел называется, и отдел адаптации, то есть это обучение. То есть у нас менеджеры, допустим, там из 100 менеджеров доходят до обучения, доходят порядка где-то 5 только из 100. То есть у нас как бы жесткий отбор. То есть человек должен пройти, так скажем, 7 кругов ада, вот, после этого он имеет право только там принимать заказ. Колл-центр у тебя на удаленке, правильно? Да, весь? да. То есть он на удаленке, и, соответственно, все полностью система построена так, что
Человек, который даже вот никогда в жизни не притрагивался к продажам, даже не знает, что такое, даже там боязнь говорить с кем-то, либо на камеру, либо там вообще даже с кем-то общаться, то есть и мы его обучим, и он станет там топ-менеджером. Есть даже у нас кейсы, когда менеджер никогда в жизни не продавал ничего, даже он когда с тобой разговаривает, даже он боялся разговаривать. Вот, то есть сейчас на данный момент топ-менеджер нормально делает до продажи, там высокие показатели у него. Вот, по поводу самого обучения, у нас система обновляется там чуть ли не каждый месяц, мы ее дотачиваем для того, чтобы все показатели были как бы на уровне. Вот, потому что, ну, понятное дело, что мы как бы отвечаем за результат клиентов, потому что как бы нам доверяют, приходят к нам и типа отдают вот лиды мои. Понятное дело, что, во-первых, самый важный вопрос по поводу безопасности. Вот я зайду наперед. Мгм. По поводу безопасности, как вот вообще нам можно доверять и не будет ли сливов заказов. То есть это тоже у нас входит в найм сотрудников, когда мы нанимаем, мы четко проговариваем такие условия, что типа если будет слив заказов, будет то-то, то-то, то, короче. Ну, соответственно, у нас как бы... Что это, что будет? Расскажи нам, что будет, если будет слив заказов. Потому что я знаю, у нас есть колл-центры, которые просили нас, чтобы мы там убрали принятое с некоторых клиентов, точнее, с некоторых менеджеров, и вообще статус принято, потому что некоторые менеджеры работают в колл-центре и отправляют эти же товары по дропшиппингу через там другие компании, то есть зарабатывают и, грубо говоря, воруя клиентов у своих же, как бы, грубо говоря, клиентов, да, то есть тех, кого не обзванивают, они воруют заказы и отправляют по дропшиппингу. То есть, Ну, по-моему, по такому моменту я писал в техподдержку. Вот. Я не скажу, что это конкретно я, я допустим, просто как бы... мы просто не ты один да, писал, мы понимаем, что, во-первых, что менеджер, который там принимает заказы, у него есть как бы не мотивация, а уловка на то, чтобы заработать больше, да, какими-то махинациями. Да, Соответственно, да. вот это мы предотвращаем с помощью того, что мы как бы контролим всех менеджеров. Понятно, что на удаленке, но мы контролируем абсолютно каждого, там, проверяем полностью и телефон удаленно, проверяем полностью и компьютера и так далее. То есть спектр таких как бы проверок вот проходит. Вот. Понятное дело, что мы как бы дорожим своей репутацией, мы за это отвечаем, то есть, ну, все клиенты, которые у нас обслуживаются, могут не беспокоиться о том, что будет слив заказов. Плюс еще мы скрываем номер, у вас есть такая классная функция, я вам писал. Ну, Что она, да, она есть, мы сделали, да, правильно? это очень круто, когда менеджер не видит номер телефона. Потому что, ну, понятное дело, все люди, все, особенно когда большой штат, понятное дело, что там за всеми следим, но, допустим, бывают такие моменты. Было, по-моему, один раз, мы это быстро все решили. Вот, как бы все Ну, нам... расскажи, типа, то есть человек отправлял заказы, да, как-то, или воровал, что он Ну, делал? типа, Интересно да. просто. Да, ну, была такая ситуация, что там оператор сделал такую схему, намутил там, как конкретно, как четко я уже там не помню, как там все было. Но решилось тем, что мы оплатили полностью всю разницу, что там было. С клиентом все порешали, все окей, он дальше с нами работает. То есть, О, ну, ну, это хорошо. да, мы как бы мы, вернее, готовы заплатить, там, если какая-то ситуация произошла, и там клиент потерял, допустим, деньги, мы готовы заплатить за это, там даже с бонусом, вот, но чтобы клиент с нами дальше работал. То есть, мне кажется, это нормально, когда, ну, готовы заплатить за то, чтобы как бы дальше сохранить отношения. Это да, это да. Такой, смотри, вопрос. Есть же ж менеджеры, которые, ну, не дотягивают до среднего показателя, правильно? У вас там есть какие-то там аппрув такой-то, там, до продажи такие. Вот скажи, У нас сетка, какой-то минимальный вот у вас показатель, и что вы потом увольняете, или вы что там, делаете его переобучение, ну, у что нас вы с ними делаете? сетка показателей есть, там, 1, 2, 3. Менеджер, допустим, там, если делает 60% до продаж, таких вообще не должно быть. То есть там испытания 3 дня, если нет, то типа, ну, как бы нового найдем. Ну, там показатель 70%, в принципе, такого тоже вообще не должно быть. У нас показатель должен быть минимум 80, просто вот 80, если 70, 60, ну 60 вообще просто там сразу на переобучение, все, 70 то же самое на переобучение, 80 как бы это уже как бы нормально, но все равно стараемся делать, чтобы выше. И, соответственно, чем больше делает он процент до продаж и кросс-сейлов, тем больше он получает зарплату. Где вы их находите? Как вы находите людей? Это работая в Workview, где вы берете клиентов? Ну, точнее, менеджеров. С этих досок объявлений. Lakes Сайтов. нет, Lakes нет. Мгм. Там, Лыксни, да? да, лучше не надо. Но это люди с сел, с городов. Откуда большинство? А с разных, можно даже говорить с разных Ну, это стран. Украина, правильно все? Да, процентов 99 Украина. А 1% это откуда? Была Беларусь, Беларусь, да? Россия, что это еще, Казахстан, по-моему, был. Вот, но сейчас с Россией нет. Вот, поэтому
Кстати, вот после начала войны такой интересный вопрос. Вы перешли на украинский язык или не перешли? Перешли. И перешли полностью, да? Ну, практически. Практически, да? Да, у нас все скрипты уже переписаны на украинском. У нас и до этого было переписаны скрипты. У нас есть абсолютно А своя пруф вырос или почему вы вообще перешли? Ну, я понимаю, почему вы перешли, но просто законодательство такое. законодательство, да? Да. А как клиенты, они рады или некоторые говорят, я там не Некоторым понимаю? все равно. Всё То есть, равно, как бы, ну, понимаешь, что товарка, она такая специфическая. Кому-то, ну, понятное дело, что там кто-то занимается товарком, у кого-то одноразовые клиенты, да, там, продали, и все равно как вообще продали. Кто-то, допустим, говорит, что нужно чисто принимать на украинском языке. То есть у нас То есть это клиенты вас просят, правильно, принимать там на украинском языке? ну правильно? да, кто-то просит, но вообще как у нас все построено, и даже те клиенты, которые просят, мы сначала представляемся, ну, менеджер представляется на украинском. Мгм. Если клиент сам говорит, что типа давайте лучше на русском, то менеджер переходит на русский. У нас менеджера разговаривают и на русском, и на украинском. Если, допустим, менеджер, который разговаривает, допустим, на русском, но плохо говорит на украинском, он скажет клиенту, что извините, вам сейчас перезвонит менеджер, который разговаривает на украинском языке, Мгм. и менеджер перезванивает. Как-то так. Понял. Хорошо. Расскажи нам, пожалуйста, о факапе в вашем колл-центре, да, что вообще происходит такое интересное, что вот реально можно взяться за голову и сказать, о боже. И расскажи о успехе, да, чем вы можете гордиться, да. Ну, начнем с плохого, а потом загладить хорошим. Вот, то есть плохое было то, что ситуация такова, что был товар, он был типа брендовый, вот, мы его продавали как бренд. Понятное дело, что выкуп стал плохой. У Мгм. нас есть отдел выкупа, немножко расскажу за него, и это в совокупности даст как бы общий ответ. Получается, что отдел выкупа, он независимый, они никак не взаимодействуют, отдел продаж и отдел выкупа. То есть задача отдела выкупа не только дожать до выкупа, а еще найти ошибки менеджеров по отделу продаж. Мгм. Вот, то есть они находят ошибки, у них как бы зарплата построена еще на вот этом. Вот, получается, мы нашли ошибку в том, что типа пошли отказы, это типа не оригинал, это вы типа разводите и так далее. То есть мы сразу, руководитель отдела выкупа дал сигнал, что типа как бы есть такая ошибка, как бы мы выяснили, что скрипт был написан как бы неправильно, это была наша ошибка, мы как бы не спорили, мы как бы за нее заплатили. Мы заплатили за лиды, мы заплатили за возвраты и так далее. То есть опять же мы как бы все То есть, грубо говоря, вы продавали, ну, там, айфоны, да, которые, типа, не оригинальные, вы говорили, что это оригинал. Ну, не айфоны, там, да, Да. какой-то Но товар. это была ошибка то, что типа мы просто когда писали скрипт, походу кто-то из скриптологов не учел, что это не оригинал. Мгм. Вот. Да, это наша ошибка, но мы за нее заплатили. Вот, заплатили деньгами, клиент доволен, и опять же он с нами до сих пор работает. Ну, это здорово. Ну, это бывает такое. Но Согласен. главное, что клиент доволен, и все классно. Ну, расскажи об успехе, да, чем вы можете гордиться. Успех, ну, один, их как бы много, на самом деле. Ну, расскажу один самый В такой. каком-то кейсе хорошем таком, да, вот чем-то можно Ну, похвастаться. да, мне понравился кейс, ну, как бы их много. Один из кейсов, это пришел клиент с запросом, я хочу зарабатывать больше. Не просто, типа, я хочу вас подключить и, типа, посмотреть, как вы продаете. Я хочу зарабатывать больше. Мы такие, ну, окей, типа, давай проанализируем твою CRM-систему, что там вообще. После анализа там было выявлено, что там порядка где-то 65% было пруф, допы были вообще 15%, я не знаю, я не помню точно, либо это был КЦ какой-то, либо его собственные менеджера. Вот, ну и выкуп был где-то порядка 85%, потому что оффер на самом деле как бы хороший. Вот, опять не скажу какой. Окей. Вот, оффер хороший. Вот, но после того, как он с нами там сколько, 3 дня поработал, мы сделали опять стату и показали, что мы там сделали аппрув, точно не помню, уже где-то порядка, может, 75 или 80%, по-моему, 80%. И допы, вот я с допы запомнил, что это было 92% мы сделали, и выкуп там порядка 90%. А как именно вы это сделали? Человек просто, может, не предлагал, или просто вы правильно его прописали, или это Да, что походу это? не предлагали, я не знаю, ну 15%, мне кажется, школьник будет звонить и предлагать, и клиент, тем более товар как бы хороший, на Мгм. самом деле. Поэтому, ну, это есть один из кейсов, который как бы гордимся, то, что мы вот есть результат один, мы сделали результат второй, и мы показали разницу клиенту, сколько он терял и сколько он зарабатывает. Слушай, я знаю просто по разговорам и других колл-центрах, что самый популярный доп – это воздух. У вас как?
Ну, понятное дело, воздух, да. Воздух, да? Да. То Ну, есть, кто не знает, друзья, воздух это, например, вы говорите, что есть товар аналогичный, но чуть-чуть из лучшего материала, например, там корпус не пластиковый, а металлический и стоит там на 100 гривен дороже. Это считается когда продажа, и там ваш чек увеличится на 100 гривен. ну и самое важное, что воздух нужно уметь правильно писать, потому что если мы скажем, что там металлический, а придет пластиковый, Пластик. будет отказ. Ну да, Оно никак не должно... поделись тогда какими-то такими фишками, как лучше его делать. Ну, во-первых, нужно перед тем, как писать скрипт, все говорить с клиентом. То есть мы как бы товара не видим. Мы не Мгм. можем там по новой почте выслать, прикиньте, сколько Оригинал, товара. да, или копия. Ну, Ну, да, понятно. вообще неважно, там, не знаю, телефон, там, либо какой-то TV-шоп, мы его как бы не видим. Соответственно, мы как бы запрашиваем клиента, как он вообще, как он выглядит по качеству, что, какой корпус, в упаковке или без упаковки. Вот, это все уточняем. После этого мы подписываем скрипт, и исходя из этого, какие-то клиенты говорят, можете скрипт показать, типа они там Мгм. перепроверяют. Некоторые как бы вообще там не то, что все равно, просто они как бы с себя сняли это все. И типа мы вам доверяем, продавайте, типа ок, они видят результат, все типа. Вот, поэтому воздух нужно писать либо емкость, апсейл его так называют еще, писать очень грамотно, и потому что ну, потом будет больно. То есть нужно все перепроверять с клиента, то есть переспрашивать Конечно. и понимать, что за товар продать, потому что можно так написать, что потом будет больше возвратов и снова будет факап, да, Ну, а не успех. можно на вещах, к примеру, кто-то вещи там продает, там одежда какая-то, Ну да, можно да. сказать, что там, к примеру, шелк, да, а это не шелк. Ну, человек придет, Ну, скажет, он же блин, сразу поймет, ну, да. конечно, да. А вот на вещах какой лучше всего воздух? Ну, по цифрам. Не то, что по цифрам, а вот ну, какая фишка? Ну, по материалу понятно, что нельзя сделать воздух по вещам. А почем по-другому можно сделать? По производителю, по составу по или... составу тоже не сделаешь, потому что пишется на составе. Да-да-да. Можно, я не знаю. Ну, там можно, типа, страна изготовления ткани, скорее всего, может быть, самая распространенная. Вот. Ну, Мгм. никто ее не проверит. Типа, ну, просто есть страна изготовления продукта, то есть какой-то вещи. А какая ткань, с какой страны, никто не знает. По сути, можно написать как бы такой воздух. Ну, типа, никто не проверит. Ну, выкуп не повлияет на выкуп. Белорусский трикотаж, да? Мы Типа, да. говорим, типа, не белорусский. Окей. Ну, давай, Игорь, поговорим уже под конец о товарке в целом, да. Сейчас война, июль 2022 года. Какие перспективы вообще товарного бизнеса в Украине? Умирает ли он или не умирает? И что будет дальше? Вот какие твои прогнозы? Поделись ими, пожалуйста, с нашими подписчиками. Мгм. Ну, мои прогнозы, я так думаю, что товарка не умрет по той причине, что люди всегда будут что-то покупать. Вот. Как это вау-эффекты товары, там товары какие-то общей потребности, массовой потребности и так далее. То есть товары всегда будут покупать, вне зависимости от ситуации в стране. У тебя там кризис будет и так далее. То есть да, будут покупать, допустим, с меньшим чеком. Вот. Но их все равно будут покупать. Поэтому, ну, там товарка умрет, нет, не умрет. Поэтому занимайтесь товаркой и зарабатывайте деньги. Ну, а какие перспективы в Украине, например, товарного бизнеса? Вот сейчас война, да, какие ты думаешь дальше будут? То, что я знаю лично по своим знакомым, много кто ушел с товарки, много там ушел просто в другие ниши, закончили с товаркой, да. Аукцион в начале войны вообще был как бы почти пустой, да, грубо говоря, получались лиды очень дешевые. А вот что дальше будет? Люди вернутся в товарку, как ты думаешь? Ну, я сейчас вижу вообще по чуть-чуть возвращаются. Даже я смотрю вот по знакомым. Какие перспективы, как ты думаешь, вот, что будет дальше? Там вернуться, не вернуться, будет хуже, будет лучше? Вот как ты думаешь? Ну, мне кажется, какой-то процент все равно вернется. Ну, как и ты говоришь, возвращаются. Поэтому кто-то не вернется, кто-то будет заниматься какой-то другой нишей. Вот, там, поэтому сказать, что там товарка умрет, ну, она не умрет, потому что всегда будут покупать в Украине. Экономика, она, насколько я знаю, она начинает расти понемногу. Может быть, как бы в стране есть инфляция, но все равно, тем не менее, люди покупают. И я вообще в шоке, что люди покупают очень большие чеки. То есть ты в шоке, что вообще люди покупают, да? Я думаю, И большие реально. чеки, да? Еще? Да, то есть потому что, когда была война, началась война, мы где-то недели две, ну, понятно, все в шоке, там, что делать, как бы все не знали вообще, что произойдет, что будет завтра, что будет сегодня, проснутся Ну они да, вообще да. или нет. Вот, спустя где-то 2 недели мы как бы созвонились с руководителями, начали обсуждать стратегию, антикризисную стратегию, что вообще делать. Как, типа, ну, как колл-центру выжить, вернее, в таких условиях, как вообще,
что вообще будет завтра. То есть мы как бы и по этому плану мы, в принципе, сейчас в данный момент и идем. Я просто думал, что будет намного хуже. Вот, поэтому мы готовились к худшему, да, но сейчас на данный момент есть то, что есть. Ну, я еще по нашим клиентам вот в CRM замечаю, да, с некоторыми общаюсь лично, те люди, которые занимаются товарным бизнесом уже там 5, 6, там 4 года, они все остались. То есть Да. они, те, кто люди умеют заниматься товарным бизнесом, они То есть, занимаются. по сути, киты остались. Киты, да, остались. А вот те, кто там новички, там, которые там только начинали, они все просто так, вот, знаете, как шли, там, их уже нету. Вот у вас, наверное, точно так же или как? Ну да, опять же, в процентном соотношении, не все. То есть, ну, в основном киты, да, действительно остались, а те, кто занимались товаркой там мелко, допустим, как-то там мелкие предприниматели, то есть, ну, некоторые, да, к сожалению, ушли. Вот, может, занимаются какими-то другими нишами, не знаю, чем они занимаются. Кто-то, как я говорил, там в ЗСУ, вот, ну, Мгм. разные моменты есть. Поэтому как-то так. Но товарка будет жить, живет, и все будет хорошо, да, ребят? Мы подошли к концу нашего видео. И, Игорь, какое специальное предложение ты подготовил для наших подписчиков? Вот они уже досмотрели до конца, наконец-то, это видео. Расскажи о нем, пожалуйста, подробнее. То есть подготовил я специальное предложение, это месяц обслуживания колл-центра, минус 10% по промокоду LPCRM. Также плюс очень большим бонусом будет чек-лист о том, как получать бесплатных лидов, как сделать ваших клиентов, которые уже есть в CRM-системе, сделать так, чтобы они покупали постоянно, и плюс еще базу поставщиков. Ну и многое другое, которое есть в чек-листе. Поэтому Отлично, друзья. Под этим видео будут все контакты Игоря, будут контакты его колл-центра, поэтому переходите по ссылочке ниже, оставляйте заявочку и получайте все бонусы. До скорой встречи. Все, Игорь, а тебе спасибо за интервью. Было Спасибо очень тебе. интересно, приятно, поэтому увидимся, друзья, еще в других видео.